Турции вдова имеет право на существенную материальную помощь от государства. Каким образом можно оформить пенсию по утрате кормильца? Вдова турецкого гражданина будет рассчитывать на пенсию по утрате кормильца в том случае, если ее супруг при жизни делал отчисления в службу социального обеспечения СГК, она называется в Турции, причем на протяжении не менее чем 1800 дней. Если супруг погиб по причине несчастного случая на производстве, то количество дней отчислений в службу социального обеспечения не имеет никакого значения. Вы все равно получите пенсию по утрате кормильца. Выплаты может получить супруга, даже если она не является гражданкой Турецкой Республики. Более того, даже если она вообще не проживает на территории Турецкой Республики, или даже если она официально трудоустроена. Выплаты прекратятся только в том случае, если супруга официально повторно выйдет замуж. Размер пенсии по утрате кормильца зависит от того, какая была зарплата у мужа, а также каков был размер отчислений в службу социального обеспечения СГК. Что касается детей, они тоже претендуют на пенсию по утрате кормильца на тех же условиях, что и их мать. Если у погибшего остался сын, то он будет получать выплаты до 18 лет. Если он решит продолжить свою учебу в лицее, то до 20 лет. И если решит поступить в университет, то до 25 лет. Если у погибшего осталась дочь, то она будет получать пенсию по утрате кормильца пожизненно до тех пор, пока либо не вступит в брак, либо официально не устроится на работу. Если по каким-то из этих причин пенсия по утрате кормильца перестает выплачиваться детям, то ее часть будет выплачиваться матери. Все то время, пока мать и ее дети получают выплаты по утрате кормильца, они могут также воспользоваться услугами службы СГК, службы социального обеспечения, в сфере здравоохранения. Это очень важно помнить. Давайте пройдемся по самым наиболее часто задаваемым вопросам. Во-первых, многие спрашивают, что будет происходить, если супруга не стала во время бракоразводного процесса. К сожалению, здесь нельзя ответить однозначно, чтобы этот ответ подходил всем. Поэтому я скажу так, что зависит от того, на какой стадии был бракоразводный процесс, от того, кто являлся более виновной стороной, кто являлся менее виновной стороной, что это был за тип бракоразводного процесса. Если вы оказались в такой ситуации, то опишите в комментариях, что это был за процесс, на какой стадии и так далее, и мы попробуем разобрать эту ситуацию вместе с вами. Следующий вопрос, который нам задают, это по поводу того, будут ли какие-то изменения, если супруг был государственным служащим. Здесь есть один нюанс. Очень важен тот момент, в каком году ваш супруг поступил на государственную службу. Если он начал свою работу в государственной структуре до 2008 года, то выплаты пенсии по утрате кормильца будут напрямую привязаны к проживанию супруги в Турции. То есть если ваш муж госслужащий, поступивший на службу до 2008 года, то вы обязательно должны будете проживать на территории Турции, неважно, по виду на жительство или по гражданству, для того, чтобы получать пенсию по утрате кормильца в случае его смерти. А если ваш муж поступил на службу после 2008 года, то, соответственно, это условие снимается. Вот именно в 2008 году были внесены изменения в законодательство. Также наши уважаемые подписчики спрашивают, есть ли срок давности для подачи заявления на получение пенсии.
Срока давности нет. Вы можете подать заявление не сразу после смерти. Более того, вы получите все те выплаты, накопленные с момента смерти до момента обращения, но не более чем за 5 лет. То есть получается, если вы обратитесь через 10 лет за пенсией, то выплаты вам будут положены только за 5 лет. Ну и, конечно, куда обращаться? Необходимо подать заявку в службу социального обеспечения СГК или же оформить электронную заявку через систему ЭДВЛЕТ. В описании под этим видео я оставлю список документов, которые необходимы будут для того, чтобы оформить свою заявку на получение пенсии. Я надеюсь, что вас с супругом ждет долгая и счастливая жизнь, но эта информация может быть полезна как вам, так и вашим друзьям, поэтому делитесь этим видео и ставьте лайки. До встречи в следующих выпусках. Всего вам доброго!